Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых быстрых и вкусных тортов. Это торт «Молочная девочка» шоколадная. Торт, на приготовление которого уйдет не более часа моего личного времени. И торт, который буквально тает во рту и получится даже у новичков. 170 грамм муки, 20 грамм какао-порошка, 4 грамма разрыхлителя. Разрыхлителя я здесь больше брать не советую. Все это перемешиваем и отставляем пока в сторону. Я беру также 2 яйца среднего размера, комнатной температуры, весом примерно по 50 грамм. Также беру вот такую сгущенку 400 грамм. Здесь у меня именно та самая немецкая банка сгущенки, потому что я уже очень много лет живу в Германии, и вот решила вам показать. Она так и называется по-немецки Milchmädchen, то есть это переводится как молочница, молочная девочка. От этого и произошло название данного торта молочная девочка. 100 грамм растопленного сливочного масла, все это перемешали. Как видите, здесь я не пользуюсь даже миксером. Добавляю туда сейчас порциями всю сухую смесь. Можно сразу все добавить, мне просто так удобнее. Все это перемешиваю сейчас венчиком. Просеиваю эту сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Пекутся коржи буквально по 8 минут, больше здесь не нужно выпекать. Все собираем со стеночек посуды, перемешиваем, и можно уже выпекать коржи. Здесь я еще хочу добавить просливочное масло растопленное, оно ни в коем случае не должно быть горячим. Итак, делим визуально тесто, примерно на 2 равные части. Выливаем одну часть теста, одну половину теста на пергамент. Наносим его аккуратно. Примерно по 3-4 мм должен быть каждый корж. Совсем тонко не наносите, потому что у меня там в одном месте будет такой немножко совсем тонкий слой. Он будет более такой хрупкий. Этого лучше избегать. Наносим так, чтобы с запасом они у нас были. Особенно уголки выравниваем всегда в таких вот квадратных прямоугольных формах, да, чтобы потом у нас на все коржи, которые мы будем нарезать более мелкие из этого огромного пласта, чтобы у нас хватило. И отправляем сейчас выпекаться на 8 минут, потому что больше не нужно здесь. При температуре 200 градусов Цельсия на среднем уровне, вверх-вниз без конвекции, буду выпекать не более чем 8 минут. Шоколадные коржи всегда трудно определить на готовность, но вы это по времени ориентируйтесь лучше здесь. Уголки, видите, всегда внимательно к уголкам относимся. Перекладываю сейчас на противень. Здесь немножко у меня слиплась эта бумага, но ничего страшного, здесь быстрый такой тортик, то есть справится даже новичок. Убираю выпекаться. Пока печется этот корж, я уже наношу на пергамент следующий корж. Кто-то пишет, что у кого-то плохо от пергамента отстают коржи молочная девочка. Видимо, пекут не по моему рецепту, не на сливочном масле. Пергамент берите силиконизированный. Они очень хорошо отстают от пергамента, эти коржи, когда печем с хорошим количеством сливочного масла. То есть не нужно жалеть здесь сливочное масло. Вкус получается необыкновенно вкусный. Все тесто у меня ушло. И также уголки здесь подравниваем, чтобы хватило потом. И ждем, пока у нас 8 минут проходит. И как раз мы успеем нанести равномерно вот этот слой теста. Испекся у меня предыдущий корж. Сразу же его, ничего не ожидая, здесь нужно сразу разрезать его на коржи, пока он еще, можно сказать, горячий. То есть не нужно ждать, что он у вас должен там остыть полностью, он может сломаться просто корж. Убираю сейчас выпекаться также на 8 минут. Испекся у меня первый корж, сейчас сразу же я его разрезаю на 3 коржа. Противень здесь у меня 32 на 42 сантиметра.
То есть я здесь разрезаю на 3 равных коржа с помощью линеечки. Обрезки, конечно же, оставляем для посыпки торта. Вот видите, у меня здесь одно место, где более такое тонкое оно, и поэтому оно немножко у меня подпеклось. Различные виды тортов «Молочная девочка» вы найдете на моем канале в плейлисте «Рецепты тортов». Торты «Молочная девочка» именно различных форм и с очень разными начинками, и с очень разными коржами вы найдете там. Обязательно, если вы хотите заранее испечь эти коржи, обязательно их нужно складывать на пергамент. Коржи липкие получаются. Обязательно нужно прослаивать либо бумагой для выпечки, либо, если уже у вас нету, там вы на самом противне пекли, тогда нужно хотя бы пищевой пленкой их прослоить между собой. Это же количество теста вы можете использовать на диаметр круглого тортика 18 см в диаметре. Тогда у вас получится полноценный красивый тортик примерно в 6-7 коржей. Коржи можно хранить пару дней в холодильнике, завернув их в пищевую пленку. Обрезки сейчас будем использовать. Их можно руками измельчить, можно в измельчителе. Вот так можно их складывать друг на друга. И в холодильник также. Их можно заморозить. Пару недель можно в морозилке держать. Ничего с ними не произойдет. Здесь у меня 200 мл сливок, которые я довела до кипения. И 200 грамм молочного шоколада, но с хорошим процентом какао. 40% какао здесь у меня. Я просто растапливаю шоколад, можно сказать, в горячих сливках. Все это перемешала. И остужаю сейчас. Эта смесь уже хорошо остыла. Остужаю сейчас до холодного состояния в холодильнике. Буквально, если у вас мощный холодильник, потребуется, может быть, не более часа. Вот эту опцию можно сделать заранее, еще перед выпеканием коржей. И добавляю сейчас туда 400 грамм миллилитров сливок для взбивания, очень холодных. То есть обе массы сейчас должны быть очень холодные. Взбили. То есть крем, по сути, из 2 ингредиентов. Он у меня есть на канале, это подробный рецепт. Я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Здесь, конечно, можно использовать и различные сметанные кремы. Большое количество на выбор рецептов именно бюджетных кремов вы найдете у меня на канале в плейлисте «Рецепты кремов». И теперь уже можно начинать сборку торта. То есть торт очень быстро. Если вам нужно очень быстро, допустим, на предстоящие праздники зимние, я бы советовала сначала приготовить вот эту шоколадную основу для крема, чтобы она у вас очень хорошо охладилась в холодильнике, просто размешать и поставить в холодильник. Пока у вас пекутся коржи, основа для крема уже охладится, и вы можете очень быстро взбить этот крем потом. Коржи остывают тоже очень быстро. То есть быстрее, чем данный вариант торта «Молочная девочка», я уже не знаю. Если у вас банка сгущенки не европейская, как у меня, а 380 грамм, у меня 400 грамм здесь банка, а если 380 грамм, нужно брать муки тогда на 10 грамм поменьше, чтобы тесто не было слишком густым. Сейчас измельчаю обрезки и буду посыпать ими бока. Если вы заметили, я последний корж положила просто дном вверх. Он такой более ровный у меня. И я его оставлю вот в таком вот виде. Часть крема я оставила на украшение и сделаю такие как бы 3 косички. Здесь у меня самая простая кондитерская насадка. Открытая звездочка 8 мм. Этот торт, без преувеличения можно сказать, что завоевал сердца миллионов сладкоежек. Теперь я, надеюсь, многим ответила на вопрос, почему такое странное название у этого торта. Потому что банка сгущенки, немецкая, та самая, по которому был назван этот торт, выглядит вот так, с молочницей на этикетке. Поэтому и называется этот тортик «Молочная девочка», потому что по-немецки «Мильхмедхен» – это и есть та самая молочница, молочная девочка. Если вам нужно очень быстро подать на стол этот тортик, я его советую, конечно, оставить при комнатной температуре на час, чтобы коржи пропитались. Они пропитываются очень быстро. Если у вас нет такой необходимости, оставьте его часа на 3-4 в холодильнике. Можете на ночь оставить, будет еще лучше. И тогда можно подавать. То есть торт абсолютно неприхотливый и очень быстрый. И самое главное, просто необыкновенно вкусный.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.